Всем привет! Меня зовут все еще Лекс, и вы в рубрике IT-Борода Шотс. Это та рубрика, через которую можно понять, что из себя представляет та либо иная профессия в IT, и узнать, как в нее зайти, как ни странно. Сегодня у нас выпуск про Project Management. В гостях у меня Андрей Дубатовка, сеньор PM из EPAM. Верно. Перед тем, как пойдем по самому PM-ству, расскажи чуть-чуть, как ты попал в профессию. У меня долгий тернистый путь. Я закончил учиться в Минске, и у меня была техническая специальность. По ее итогам мне повезло поработать в одной немалоизвестной здесь в Минске конторе, которая занимается проектированием сетей. Все там очень здорово складывалось, но до какого-то определенного момента, после которого нас попросили уйти, то есть несмотря на то, что были достаточно хорошие успехи. В параллели получилось посотрудничать с EPAM в плане participation курсов, то есть записался на курсы по программированию на Java. И так я зашел в EPAM через Java Laboratory, и у меня начался мой путь и карьера как девелопера. Это 10 лет назад было? Это было порядка 10 лет назад, даже больше. Вот, с того момента карьера девелопера развивалась, и в какой-то момент переключил свой career development path на project management. И, соответственно, как бы началась карьера именно в проектном менеджменте, именно в этой области, и начались проекты один за другим, начались разные роли в этих проектах. И вот сейчас я уже в роли senior project manager здесь в EPAM. Слушай, необычная история для кого-то показаться может из разработчиков PM. Почему решил? На каком это вообще этапе было? Это было... Сразу из джунов в PM пошел? Нет. То есть, был постепенное развитие, то есть джун, сеньор, после сеньора в лиды, и где-то вот на этапе лид-девелопер мне подвернулась возможность поуправлять. Но это на самом деле довольно-таки органично получается, потому что когда ты заходишь джуном, тебе дают определенные узкоспецифичные таски, задачи, которые ты делаешь самостоятельно, которые, собственно говоря, очень понятная цель, которую нужно достичь. И есть кто-то старший, который тебя может проконтролировать и подсказать. И чем старше ты становишься, тем меньше вот этого контроля для тебя становится, тем больше на тебя возлагают функции, чтобы ты уже контролировал, чтобы ты задавал какой-то тон. И поэтому, когда ты приближаешься к уровню lead-developer, в основном появляются некоторые проектные роли а-ля team lead, а-ля какой-нибудь Scrum Master с какой-то функцией управления, то есть какой-то функцией coordination. И там, попробовав это там однажды, когда это получилось, когда рядом были люди, которые сказали, да, это у тебя неплохо получается, не хочешь ли ты себя попробовать в этой области, соответственно, как бы мелькнула такая мысль и решил попробовать. Ну и, соответственно, с того момента все удачно. Сразу зашло? Да. У меня как-то там изначально получалось так, что были какие-то такие навыки и склонности что-то организовать, что-то поуправлять, что-то сделать. То есть мне, наверное, там природа наградила каким-то системным мышлением, когда способен посмотреть на задачу, определить, кого нужно вовлечь, когда нужно вовлечь, выстроить какой-то такой целый флоу, когда один за одним ты можешь понимать, какой должен быть вход-выход для того, чтобы достичь конечного результата, но задействовать какие-то звенья этой цепи. Вот. И это очень сильно помогает. Рассказывай тогда, что такое project management в классическом понимании сейчас в айтишке? Все очень сложно. Это очень сложный вопрос, потому что всегда все зависит от контекста. Даже если там смотреть по перечню вакансий, когда ты приходишь на позицию проектного менеджмента, и даже там внутри EPAM, когда здесь есть миллион opportunity, миллион вакансий, и ты просто приходишь, и всегда специфика проектного менеджмента, она в деталях. То есть кто твой клиент, это вообще программа, либо это маленький проект, какая прикладная область, кто конкретно в команде, какие роли там в команде будут присутствовать. И от этого зависит сфера твоей деятельности. То есть ты по-прежнему занимаешься всем, чем свойственно заниматься проектному менеджменту, но куда-то ты уделяешь больше своего внимания. И все твои там силы, то есть, условно, то, чем ты занимаешься day-to-day, оно может отличаться от проекта к проекту. Но отвечая на твой вопрос, собственно говоря, в чем основная функция, мне кажется, основная функция интегрирующая. То есть ты по-прежнему должен, то есть есть проектный менеджер и есть команда. То есть всегда об этом нужно помнить. И команда делает реальный результат. И задача проектного менеджера — организовать работу команды и предвидеть, возможно, какие-то проблемы, которые у нее будут на ее пути, и для того, чтобы их устранять проактивно, для того, чтобы команда не педалила, не тратила какое-то время, не распускала свои силы и непосредственно двигалась в нужном направлении. То есть какая-то корректирующая функция, направляющая и вот умение предвидеть наперед.
Вот это, наверное, основные навыки, которые нужны проектному менеджеру для того, чтобы интегрировать работу всех с целью достичь нужный результат. И, конечно же, в этой системе не нужно забывать то, что есть клиент, есть какой-то менеджмент, есть компания, которая вносит свои коррективы, которая дает свои вводные, и все это нужно уметь соединить воедино и создать вот именно работающую систему. И я очень сторонник такой мысли, которая звучит так, что хороший проектный менеджер тот, чью работу вообще незаметно. То есть как будто работает одна команда, как будто проектного менеджера вообще нет, где-то он стоит в сторонке. То есть он сумел таким образом организовать работу, что она самодостаточна, самоэффективна и самоподдерживающая. Но из этой мысли можно сделать вывод, что в какой-то момент в команде проект-менеджер уже не нужен. Действительно, есть такая идея, и, в принципе, в этот момент проект-менеджер может смотреть в другие области. То есть, смотри, мир всегда динамичен. Да? Даже клиент, который приходил там месяц тому назад с одной хотелкой, через месяц он уже может прийти там с корректированной хотелкой, либо вообще с другой. И клиент развивается вместе с проектом. То есть мы что-то для него делаем, клиент уже может перейти на другую ступеньку своей зрелости, своего развития, и у клиента могут появиться другие проблемы. Плюс среда, в которой мы все работаем, она также динамична. И вот эта функция именно корректирующая и смотреть наперед, какие проблемы могут возникнуть и к чему нужно на данный момент адаптироваться, она есть всегда. То есть всегда есть что улучшать, всегда есть что адаптировать, и условно глядя на то, как растет твоя команда, ты должен в том числе давать и рост своей команде. То есть каким-то образом вносить какие-то коррективы, реструктурировать, указывать какие-то там новые направления. Поэтому немножко смещается фокус, я бы так сказал. То есть нет такого, что проектный менеджер не нужен. Это немножечко не так. То есть он делает такие более высокоуровневые задачи, я считаю. И есть такой стереотип, либо нет, сейчас подскажи, прав я или нет, что управленец из любой сферы, не только из IT, может стать хорошим проектным менеджером, в том числе и в IT-шке. Правда ли это? Насколько матчатся навыки там, директоров компаний не IT-шных на то, чем они могли бы заниматься здесь в проектном менеджменте? То есть вопрос специфичности проектного менеджмента в IT. Да, очень классный вопрос. Действительно, есть такое утверждение, я с ним на самом деле согласен. Согласен. Да, то есть я верю в то, что там гуманитарий, там, пусть даже шахтер, при большом желании может стать хорошим управленцем. Это связано с тем, что не всегда предметная область важна. То есть если ты понимаешь, где у тебя есть гэпы, да, какие знания ты не развивал в себе, да, то есть, например, если мы говорим за техническую специальность, и мы здесь все технари, и если ты там вообще не понимаешь, что там программирование, но у тебя есть человек, который выполняет там функцию, там, например, solution architect, да, либо тот же lead, который как раз-таки ответственность которого может быть в этой области, и ты просто умеешь грамотно его вовлечь и привлечь в нужный момент времени, соответственно, вот эта вот дыра в твоем образовании, либо в твоем прошлом, она будет грамотно закрыта. И суть управленца будет тогда, как я уже сказал, именно грамотно и в нужное время вовлечь. Но самое важное здесь именно понимать, где вот твои эти вот дыры, где тебе конкретно нужна помощь, и для какого-либо проекта грамотно выстраивать план, именно и в том числе и ресурсный, каких людей, с какими скиллами, в каких ролях тебе нужно вовлекать для того, чтобы этот проект был успешный. То есть где тебе нужна самому помощь. Поэтому я вот с такой позиции здесь отношусь. Хорошо, давай софт-скиллзы и хард-скиллзы, которыми нужно обладать на первых порах. Начнем со софт-скиллзов. Окей. Здесь, наверное, софт-скиллы, мне кажется, это все равно будет всегда работа с людьми. То есть будь то клиент, будь то команда, будь то твой менеджер, кто угодно, это всегда будет работа с людьми. У них есть свои интересы, у них есть какая-то своя персоналия, то есть, условно, они свой характер, они как-то умеют свои эмоции преподносить и отстаивать как-то свои, опять же, интересы. И команда, то есть нужно не всегда чувствовать команду, что с ней происходит в отдельно взятый момент времени. То есть она сейчас демотивирована, либо она сейчас, наоборот, там, мотивирована. Что ей нравится, куда она хочет, куда она стремится, потому что это сообщество людей, у нее появляются свои интересы, они начинают взаимодействовать друг с другом, и тебе нужно понимать, что именно атмосфера в этом коллективе, она достаточно здоровая. И софт-скиллы здесь предельно важны. То есть, и вот конкретно я бы сказал, это, наверное, некоторый эмоциональный интеллект,
поговорить. Что ты вкладываешь в это понимание, в Я этот термин? в эмоциональный интеллект я вкладываю способность распознавать свои и чужие эмоции и условно понимать, в каких эмоциях можно принимать какие решения и что нужно делать для того, чтобы перейти в другое эмоциональное состояние. То есть, например, если там злой, да, либо там тебя там все бесит, там ты стрессанул, наверное, там здравомыслящее решение ты не способен будешь принять. И тебе нужно банально перейти в спокойное состояние, переосмыслить, отложить эту работу, не принимать что-то в попыхах и, дать понять там окружающим, что тебе нужно какое-то время. И способность вот это осознания, она самая главная в эмоциональном интеллекте. И способность понимать, как выходить из каких-то эмоциональных состояний, это очень большой навык, который нужно приобрести. А есть какие-то проторенные дорожки по развитию всех этих скиллов? Потому что там всем понятно, как выучить высшую математику. Идешь в универ, либо берешь какой-то курс. Как начать чувствовать команду и заказчика? Все просто, условно, как и в любой профессии, не знаю, то есть в IT, по крайней мере, в нашей компании так точно, всегда есть старший товарищ, руководитель, твой менеджер, будь то по ресурсной линии, либо будь то по проектной линии, всегда есть кто-то, кто способен тебя посмотреть со стороны и сказать, смотри, у тебя здесь немножко не получается, да, либо там делай что-то по-другому. То есть это первый момент, когда есть сторонний наблюдатель, который способен себе выдать комментарий, выдать фидбэк, обратную связь. Есть курсы, есть тренинги. Эта сфера в последнее время, она получила очень такой серьезный толчок и развитие, и очень много литературы по этому поводу начинает появляться. И в психологии она существовала уже давно, поэтому можно там не совсем это притягивать за уши со стороны IT, а можно просто там окунуться в психологию, смотреть, что там происходит, и этому обучаться. То есть идем, например, в Google, гуглим эмоциональный интеллект, курсы. Абсолютно, да. Но оттачивать это в любом случае придется на практике. Да, и поэтому всегда рискованно кидать там непроверенных людей в какие-то большие проекты, когда большие коллективы, когда там легко можно не сойти с кем-то, и атмосфера в коллективе просто упадет ниже плинтуса, и это уже будет далеко не рабочая среда. То есть там нужно будет чинить другие проблемы. Технические навыки. Технические навыки, я бы сказал, очень серьезно помогают. Ты сейчас говоришь про навыки программиста из своего опыта. Я бы сказал, это очертил engineering skill. Engineering skill. Да. Помогают. Как они тебе помогают? Условно, когда ты разговариваешь с клиентами, клиенты, надо понимать тоже, они могут быть разной специализации. То есть бывают клиенты, которые там только за бизнес, мы вообще не понимаем, как это делается, просто скажите какие-то цифры и отстаньте от нас. Бывают люди, которые, наоборот, им важна техническая часть. И они хотят понимать, как вы это сделаете. Им важно разобраться в этом решении, которое вы предлагаете. И с теми, и с другими нужно найти какой-то подход, нужно наладить контакт. И если, например, у тебя нет технического инжиниринг навыка, и когда идет какая-то дискуссия о самом решении, как оно будет выстроено, как оно будет построено, и ты не понимаешь каких-то деталей, то ты просто выпадаешь из этой дискуссии. Ты становишься там, чуть ли не лишним человеком, который просто фасилитирует митинг, он пытается сказать, мы там времени вкладываемся, либо какие-то у нас экшен-айтемы. И это появляется не очень эффективно, но я здесь больше люблю выражаться, появляется целый пласт opportunity, которые могут быть упущены. То есть, понимая, о чем идет речь, и участвуя в этих беседах с клиентом, ты можешь на ходу предлагать какого-либо разряда решения и суметь с клиентом очень быстро и эффективно договориться. В противном случае разговоры начинают растягиваться, тебе нужно вовлекать каких-то людей, которые способны с клиентом поговорить на эту проблему, и человек, который, придя на этот митинг, которого ты позвал с собой, у него там узкоспециализированная задача рассказать какую-то область решения. И увидеть вот это opportunity для того, чтобы не знаю, расширить еще свой проект, для того, чтобы клиенту где-то помочь, принести какое-то дополнительное value, она может быть просто-напросто упущена. Правильно ли я понимаю, что ты тогда сторонник того, что к любому менеджеру нужно знать техническую часть в какой-то момент времени в айтишке? Как я сказал, очень важен контекст. То есть важно, кто твой клиент, важно, какая у тебя команда. Ну, ты говорил, что если есть тимлид, например, то можно особо то не можно париться. закрыть эту дыру, действительно, это можно сделать, действительно. Но, повторю еще раз, у меня, например, есть вот этот навык, да, у меня есть engineering skill, и мне он очень серьезно помогает. В какой-то момент я могу принимать решения без solution архитектора. То есть я понимаю, если там достаточно простая система, я в ней разбираюсь, я понимаю, как это работает, я могу с клиентом вести разговоры, и мы можем до чего-то договориться.
договориться, не вовлекая... Ну хорошо, а тем ребятам, которые вышли из гуманитарных вузов, например, ты им рекомендуешь подтянуть свои технические скиллы? Или обычно Я просто ставят на те проекты, где это не нужно? рекомендую разбираться в этом на каком-то уровне, понятном для себя, на каком-то уровне, в котором ты будешь понимать, что тебе комфортно разговаривать с клиентом, что тебе комфортно разговаривать с командой, либо с теми людьми, с которыми ты там назначил вот на эти области. У вас должен появиться какой-то connection, какая-то связь, какой-то словарь, оперируя которым вы будете понимать друг друга эффективно. Ну, это, кстати, и есть одна из специфичностей IT-сферы. Тебе нужно рано или поздно начинать немножко шарить в технологиях. Чуть-чуть шарить, да. Хорошо. Что по поводу разбора бизнес-домена? Это очень важно для проект-менеджера, понимать тот проект, над которым ты работаешь, и хотелки именно заказчика. Да, повторюсь, смотри, важен опять контекст. Проекты бывают разные. Бывают проекты, которые с фиксированным duration. Да, то есть, например, приходит клиент, говорит, мне там через 3 месяца нужно сделать какую-то штуку. Не сделаем, все, мы пропали, это все, как бы вся эта затея канет в лето. И в этом случае у тебя нет там, невозможности эффективно разобраться, да, у тебя нет смысла в этом разбираться, потому что ты знаешь, никакого дальнейшего развития с этим клиентом не будет в дальнейшем. Но если мы говорим за какой-то long-term проект, и мы говорим за какое-то там развитие, про какие-то возможности, расширения, это становится действительно важным, потому что клиент, он получает деньги, используя свои знания в том бизнесе, где он есть. И разбираясь в его бизнесе, ты можешь точно так же предлагать уместные решения. И клиент будет понимать, что вы с ним на одной волне, у вас упростится диалог, и в какой-то момент вы можете почувствовать, что вы партнеры. То есть, что ты помогаешь его бизнесу расти, ты предлагаешь уместные решения, и он готов в них инвестировать в тебя и в твою команду. Что по поводу практических навыков работать с какими-нибудь фреймворками популярными, методологиями? Что из этого ты бы выделил? Про процессные говорим, либо про технические? Давай сначала про процессные, а потом про технические. Окей. Это важно. Почему? Потому что оно условно происходит с двух концов. Точно так же клиент, приходя там, в компанию, приходя к тебе, у него есть какие-то ожидания. Наверняка это его не первый проект. И наверняка по какой-то методологии он уже работал, у него есть какой-то опыт. И когда вы условно ударили по рукам, сказали, все замечательно, мы это готовы сделать, будем делать вот так вот, и клиент помахал головой, становится важным вопрос именно вот такой вот организационный. Как мы будем это делать? То есть в какой момент мы к вам будем приходить, в какой момент мы будем показывать, как вы будете принимать эти требования, да? Как вы будете принимать нашу работу, и когда мы можем считать там, проект завершенным. И это, соответственно, как бы большой пласт вопросов, которые адресуются через процессные фреймворки. Ну и в последнее время Agile заполонил планету, Scrum Kanban — это прям must-have. Это прям та база, которая должна быть. Да, потому что, ну, из моей практики, ну, наверное, 90% клиентов, даже, наверное, больше, они сейчас все двигаются в этом направлении. Бизнесы стали более adaptive, они не хотят инвестировать в годичные проекты, закапывать туда ярды денег, и потом понимать, что они пришли не туда, либо сделали не то, либо рынок ушел вообще в другом направлении. Все настолько стало динамично и быстро развивающимся, что все избирают этот итеративный подход. Когда ты делаешь какую-то штуку, ты ее релизишь, выпускаешь, получаешь фидбэк от клиентов, понимаешь, что ты там сделал правильный шаг, либо нет, и делаешь либо степ-бэк, либо там степ в другом направлении, ну, либо степ вообще форвард, если ты сделал правильный шаг. И все видят в этом смысл, все бизнесы начинают еще так же адаптироваться, и если даже были клиенты, которые делали там только waterfall, и спустя некоторое время они точно так же сейчас трансформируются. То есть выстраивание фреймворка в проекте — это по факту твоя обязанность как менеджера? Да, действительно, там менеджер именно, как я сказал, он организует работу, да, он интегрирует работу всех, то есть и то, как ты это интегрируешь, это один из вариантов, это сделать через процесс, вовлечь через процесс. Со стороны может показаться, что менеджер — это конечное ответственное лицо перед заказчиком. Так ли это, и какая ответственность на менеджере лежит? Действительно, есть такая история, что там за все отвечает менеджер, да, и то есть
ну, менеджер при этом не делает все, да, то есть менеджер при этом, у менеджера есть команда, которая делает конкретные задачи, но менеджер выступает в виде вот этого прокси, который там за что-то отвечает. И условно, если есть какая-то эскалация, ну, самый критичный случай рассматриваем, что-то не так пошло в проекте, всегда приходит к менеджеру. То есть менеджер — это человек, который, ну, как это, first responder, который на первой линии стоит, к которому приходит, да. Как оно дальше будет развиваться, это уже может быть там скрыто для клиента, да, то есть условно там, ну, я не сторонник того, чтобы там кому-то надавали по шапкам, то есть, скорее всего, проблема где-то системная, нужно устранить эту системную проблему, но какое-то вот это разбирательство и вот эти вот итерации, которые могут происходить за проектным менеджером, они могут быть не видны. И в итоге, то есть, если мы пришли к тебе, к проектному менеджеру, и мы адресовали тебе какой-то там консерн, либо проблему, либо какой-то косяк там произошел, то мы от тебя ожидаем какой-то ответ. А то, как ты это будешь делать, это уже твои проблемы, но ну, как бы мы с тобой должны договориться. Вот, поэтому я согласен с тем, что проектный менеджер ответственен. И несмотря даже на то, что в команде могут быть специалисты профильного характера, например, там, как бизнес-аналитик, который отвечает за скоуп менеджмент или что-то в этом роде, все равно проектный менеджер, ну и так, в принципе, Project Management Body of Knowledge говорит о том, что проектный менеджер ответственен за скоуп. И он привлекает бизнес-аналитика для того, чтобы он ему помог. Хорошо. Управление процессами лежит на менеджере, как мы выяснили, Верно. по большей части. Health-чек команды, мониторинг состояния и какое-то эмпатическое воздействие на команду и на клиента. Есть ли какие-то вещи, о которых не все знают? Например, я часто вижу, что менеджеры рассчитывают бюджеты и отвечают, там, например, за расходы команды. Если это time and material, либо это fixed price, все это сидит и делает менеджер. Так ли это? Какие еще такие вот скрытые вещи обычно лежат на плечах менеджера, про которые не все знают? Да. Отчетности. Крутой вопрос, очень крутой вопрос, потому что когда люди приходят в индустрию, у них есть какое-то свое понимание, что такое проектный менеджмент. И там сознание раздвигается либо там с практикой, да, либо ты там сам эдукейтишься и партиципируешь в какие-то там курсы, которые тебе расширяют сознание. И опять же, зависит от контекста. То есть сетап проекта, он может быть такой, что могут быть выделенные люди, занимающиеся выделенными областями проектного менеджмента. То есть проектный менеджмент, он вообще обширный. Есть там Project Management Area, которые четко говорят, что должно происходить в проекте и какие области тебе нужно устремлять внимание для того, чтобы проект функционировал. И из моей практики я вижу то, что зачастую проектные менеджеры не уделяют достаточно внимания к простроению отношений с клиентами. Их вовлечение, именно их connection с ними аргументируют тем, что у нас есть аккаунт-менеджер, который ходит к бизнесу, и они с бизнесом договариваются, то есть это его функция, например. Да. Второй момент, опять же, расходование бюджета. То есть ты правильно очень подметил, но тут на самом деле палка о двух концах. С одной стороны, проектный менеджер может не знать о том, что ему нужно этим заниматься, с другой стороны, не всегда ему доверяют финансовую часть вопроса. Не всегда его пускают к цифрам, не всегда экспозуют, потому что это достаточно sensitive информация. И в этом случае только, наверное, там, по мере того, когда ты появляется какой-то некий авторитет, ты сам растешь, у тебя появляется доступ к этой информации. Но по-хорошему, я сторонник этого, когда проектный менеджер, он ведет точно так же, как и движение по скопу, прогресс по скопу, то есть сколько мы сделали, там, вкладываемся мы во время, не вкладываемся мы во время. Точно так же он делает расчет по бюджету. Расходуем мы столько, сколько нужно, столько, сколько мы ожидали, либо у нас перерасход, либо у нас есть вообще какой-то задел, и мы можем предложить клиенту во что-то заинвестировать. И вот этот вот момент, когда ты можешь точно так же реализовать какую-то opportunity, увидеть, что она есть, и точно так же прийти к клиенту, сказать: дорогой клиент, давай вот сделаем вот это, мы давно это хотели, это нам принесет какие-то бенефиты, и клиент может это действительно согласиться в это заинвестировать. Поэтому это точно такая же может быть упущенная возможность. Что еще? То есть мы говорили про клиента, мы говорили про бюджет, про команду. Почему-то иногда встречаются проектные менеджеры, которые относятся к ресурсной организации как источник людей. Да? То есть, условно, мне нужны там, люди с такими скиллами, будь любезен, там, их найди. Ну что в этом плохого? Потому что ты все равно должен создать команду. То есть не смотреть на людей как на ресурсы, но и как на человека, Да, тебе нужно ими заниматься. То есть тебе нужно их развивать, давать им возможность для развития.
То есть если ты взял человека, который де-факто overqualified для твоей работы, он через некоторое время впадет в демотивацию и скажет тебе «до свидания». И уйдет и от тебя, и от команды, и от ресурсного менеджера, и это потеря и для тебя, и для компании. А если ты, опять же, собрал людей, и они там все крутые профессионалы, и они между собой договориться не могут, и ты там просто не участвуешь, а вкидываешь им работу, говоришь «разберитесь», не организуешь их вообще никаким образом. Это другой пласт проблемы, который, опять же, то есть тебя укнется, потому что они не договорятся, они не сделают, они не запланируют, либо сделают каждый по-своему, и ты потом это не соберешь воедино. Командой нужно конкретно заниматься, нужно команду чувствовать, нужно команду развивать. И не все проектные менеджеры это видят, не все хотят этого делать. Плюс ко всему нужно понимать, что люди растут, и условно, если ты делаешь свой проект, однотипную работу годами, человек, который к тебе пришел там N лет тому назад, скорее всего, он ее уже настолько хорошо делает, что он уже поглядывает по сторонам и хочет заниматься чем-то другим для своего же развития. Он не хочет оставаться на том же уровне, где он был 2 года тому назад. Поэтому увидеть это и понимать, что у тебя появляется такой риск, это крайне важно. То есть то, что тебе человека нужно отпустить вовремя. Вот, я тут упомянул про риск. Риск-менеджмент — это, наверное, прям такая краеугольная болячка многих проектных менеджеров, потому что не всегда проектный сетап подразумевает, что мы несем ответственность вообще за все. То есть мы такие говорим, ну, мы вот нам клиент сказал так делать, мы делаем. А то, что мы увидели, посмотрели по сторонам, и мы выявили, там есть какая-то другая команда, которая делает какой-то кусочек работы для нас, и она не поспевает, из-за этого мы там будем педалить, и в момент, когда это случится, непонятно, что произойдет. То есть клиент может вообще сказать: ой, слушайте, ребята, я этого не ожидал, давайте тогда канцелить проект. То есть на риск-менеджмент тоже обращаем внимание. Риск-менеджмент — это прям must-have, да. Есть ли какой-то у менеджеров джентльменский набор инструментария, которым каждый менеджер должен владеть? Например, там, у программиста есть IDE-шка, там, панель управления AWS, я понял. браузер. Ну, по сути дела, то есть это, наверное, ну, если мы говорим про какие-то тулы, которые мне помогают, Outlook, писать письма, потому что действительно количество писем и количество этой корреспонденции в день, она очень такая внушительная часть. Особенно, когда много стейкхолдеров. Это project management tracking tool какой-то. Условно, если мы что-то запланировали... Типа Jira какая-нибудь? Да, какая-нибудь Jira. Если мы что-то запланировали, то мы должны прийти, увидеть, где оно там есть и в каком оно там сейчас состоянии. Это, собственно говоря, tool, который помогает тебе не бегать по всем, собирать вот эту вот информацию и потом консолидировать ее воедино. Так, кстати, тоже можно в Excel какой-нибудь, но ты это можешь делать достаточно оперативно в тот момент времени, когда тебе это понадобилось, и смотреть, где какие-то проблемы. Настройкой Jira ты должен уметь владеть, чтобы настроить процесс ты под должен, свой проект? Ну, смотри, это инструмент. Так. Ну, просто Jira можно владеть на уровне, там, я знаю, как создать задачу, заассайнить, и все. Ну, смотри, большинство разработчиков гвозди тоже можно забивать там не молотком, да, вот. И если ты там Jira сделал, сказал, вот ваши аккаунты, идите, например, там, забивайте все сами, и ты вообще не знаешь, как ей пользоваться, тебе от этого смысла нет. То есть ты туда ходишь с конкретной целью, тебе нужна информация, где мы есть сейчас в сравнении с планом. То есть мы поспеваем сделать то, что мы обещали, либо не поспеваем. И там, собственно говоря, то есть это тул, в котором заимплементирована вот эта методология, вот этот метод, как достать нужную информацию. Если ты им не умеешь пользоваться, тебе не нужен этот тул. Поэтому, мне кажется, важно понимать, как это сконфигурировано, как это функционирует и как это пользоваться. Outlook, трекинг-система. Да. Что-нибудь для отчетов, может быть? Ну, в принципе, все трекинг-системы по большей части это и делают, да. Нужно, кстати, есть такая история, как, назовем это KPI-фреймворк, условно KPI, либо метрики, которые помогают тебе следить за здоровьем проекта. Есть какие-то примеры реализации? Да, то есть, условно, я и говорю о том, что тебе нужно понимать, на какие метрики тебе стоит порастроить автоматизированный сбор этих метрик, для того, чтобы они у тебя строили, чтобы ты понимал, и они тебе сигнализировали какую-то информацию, посвящали, и как ими пользоваться. Ну, пример какой-нибудь. То есть, ну окей, да, то есть, например, мы работаем в команде, допустим, все у нас все очень здорово, но, например, каждый раз мы выдираем из нашего продукт-оунера с болью требования. То есть мы стартуем следующий спринт, а мы вообще без понятия, что там будет происходить. И есть, условно, метрика, которая, например, говорит Product Backlog Readiness Index, которая говорит, насколько сколько итераций вперед твой бэклог проработан. И, в принципе, следя за этой метрикой, понимая, что она у тебя там меньше, например, одного спринта наперед,
ты будешь понимать, что у тебя будет проблема. Я так понимаю, эту метрику выдает трекинг-система, например, может выдавать? Да, либо ты можешь, понимая, как это строится, ты можешь экспортнуть нужные тебе данные и построить ее самостоятельно. Понятно. Да, вот, ну, одна из состояний, там, те же velocity тренды, которые говорят про эффективность команды, да, насколько мы там спорадично вообще выполняем всю нашу работу, либо у нас как бы sustainable наша velocity, sustainable pace, то есть мы делаем все предсказуемо. То есть насколько команда выполняет свои задачи предсказуемо. То есть, ну, очень много метрик, нужно понять, что нужно клиенту, что нужно тебе, какая специфика задачи, и уметь это все дело приложить друг на дружку. Ну, это, наверное, базовый такой кит для того, чтобы стартануть, для того, чтобы там начинать двигаться вперед. Как можно оценить эффективность свою, когда ты менеджер? С программистами все понятно, там количество коммитов, фич закрытых. Как у менеджеров это происходит? Опять такая идея, наверное. Просто многие ребята на этом выгорании даже ловят, особенно начинающие. Они приходят такие, типа, я там сегодня целый день говорил, а в жиру записать нечего. Да, затрекать. Верно. Есть такая история. Мне нравится такая идея, которая говорит, что работа проектного менеджера меряется по эффективности команды. То есть если твоя команда выдает план и в итоге приплывает согласно этому плану, ну ты прям супер отработал. То есть когда ты четко держишь закомиченные дедлайны, Да. и следуешь плану, который сам разработал. Верно. То есть ты организовал работу команды таким образом, чтобы она выкатила план, reliable, в который ты сам поверил клиент, команда сама же опять же поверила, и в итоге команда этот план выполнила, ну это значит, что ты все сделал правильно. Но эту же метрику можно получить очень-очень-очень после того, как ты стартанул проект. Верно. То есть, проект год длится, и ты только через год поймешь, например. Согласен, но смотри, то есть в любой момент времени, то есть в чем сложность проектного менеджмента, что действительно проекты могут быть годичные, могут даже быть больше, но план подразумевает, что у тебя будет возможность в каждый момент времени понимать, что было expected, и что вы сейчас сделали. То есть какие-то майлстоуны, на которые можно ориентироваться? Либо майлстоуны, либо просто ты сравниваешь ваш прогресс с запланированным прогрессом. Понятно. Если сходится, все вы, значит, вы execute against the plan. Перейдем к джунам. Ты Да. говорил до записи, что у тебя были под управлением жены. Были. Давно? Есть. Есть. Вот. Да. Что на сегодняшний день ожидается от джуна в проектном менеджменте? Ой, да это, мне кажется, это как и всегда. То есть джуны — это ребята, рвущиеся, стремящиеся получить знания, стремящиеся что-то сделать, что-то нашкодить. И важно, мне кажется, вот это стремление, если честно. Горящие глаза? Да. Важно, чтобы человек был смарт. И туда я вкладываю понятие, что человек обладает каким-то там системным мышлением, там, способен затрэблшутить проблему, да, способен разобраться, расковырять. Ему это интересно делать. Если у человека есть вот эти вот нужные инжиниринг-навыки, то какой бы у тебя там ни был там навороченный фреймворк на проекте, либо там какая-то сложная solution architecture, со временем он как бы разберется. То есть важно, как я сказал, вот этот вот инжиниринговый навык, способность и стремление что-то в себе развивать, что-то в чем-то. Инжиниринг не технически имеется в виду сейчас? Нет, имеется в виду технически. Ну, то есть я, например, говорю про... А что делать с гуманитарием? Сейчас расскажу. Хороший вопрос. Ну, то есть, мне важно... То есть, по-хорошему, если у меня, например, горят сроки, да, и мне, конечно же, комфортнее работать с ребятами, которые уже максимально подготовлены, которые максимально матчатся на профайл кандидата, который мне нужен в проекте. Но мы всегда делаем какой-то трейд-офф. Мы не всегда там способны найти человека, который вот идеальный матч. Либо это займет там долгое время, что тоже не acceptable, либо просто таких людей может не существовать даже в природе, да, потому что там какой-то очень специфичный у нас там сетап. И в этом случае мы делаем какой-то, там, берем людей с авансом, да, то есть говорим там, ну вот здесь подразвиваешься, это подкачаешь, и все тогда будет у тебя здорово. Но когда ты берешь джуна, нужно понимать, что ты поставишь кого-то, кто за ним будет присматриваться, и он будет инвестировать свое время, то есть будет в любом случае проседание какое-то в перформансе команды. И для меня важно, чтобы этот человек был, как я обозначил, смарт, чтобы он был способен быстро обучаться, быстро вот это все делать, быстро разбираться и через какой-то момент времени приносил там value. Но важно понимать, не всегда это возможно.
Есть сетапы команд, когда там вхождение джуна просто физически невозможно, то есть очень серьезный входной барьер. Есть этапы команд, когда, например, там все привыкли работать в такой традиционной структуре, когда есть девелоперы и есть тестировщики, и ты налаживаешь их работу, какое-то конвейерное производство. А есть команды, где есть только девелоперы. То есть правильно ли я понимаю, что джуна сразу бросают на проект какой-то обычно? Опять же, флоу может быть разный. То есть либо есть какая-то лаборатория, там в эту лабораторию бывают аккаунты, ну именно такой конгломерат проектов, когда выстраивается программа подготовки непосредственно под специфику этого аккаунта, под специфику этого клиента. Да. Есть проекты, которые способны это заинвестировать, сделать самостоятельно. Есть какой-то probation период даже на проектах, когда приходит джун и де-факто у него есть доступ там, к продакшну, ну не к продакшену, но условно к продакшн-коду, у него есть доступ ко всем инструментариям, которые провайдит клиент, и он этим может пользоваться, с этим обучаться, но ему дают какие-то low-risk таски. То есть ты можешь там разбираться, там, давай ты багу какую-то пофиксишь. Всегда есть какой-то development тренинг, который нужно пройти сначала джуниор-специалисту для того, чтобы... И это, кстати, выход для гуманитария, один из выходов. Действительно, да. Вот. Но если мы возвращаемся опять же к гуманитарию, то есть что делать, если там я гуманитарий, да, и вот возьмут ли меня на проект. То есть, скорее всего, тебе нужно будет пройти там серию подготовки. То есть это, опять же, та же лаборатория. Сейчас у ребят возникнет разрыв шаблонов, потому что если посмотреть там на базовые курсы, которые есть на рынке, на PM, тебе на этих курсах дают фреймворки, тебе дают понимание там процессов, того, как бюджеты делать, как делать отчеты. Тебя там не учат ни программированию, ни каким-то архитектурным техническим навыкам, ни технологиям, с которыми твоя команда работает. И вот чел приходит на собеседование. Так, я тебя неправильно понял. Ты имел в виду Junior PM приходит? Junior PM. Все, я понял. Я тебе просто начал задвигать историю про Junior технический специалист, либо Junior тестировщик, который приходит, и я его набираю в команду. Ай-яй-яй, нет, да. Кат. Junior PM, что от него ожидается? Окей, так, Junior PM. Значит, от Junior PM действительно это немножко такой прям краеугольный камень. Как получить, ну, то есть, давай перефразируем этот вопрос, как получить experience, если везде нужен вот experience и приходить куда-то, нужен уже какой-то опыт, то есть тебе доверяют команду, тебе как доверить команду человеку, у которого этого опыта не было. Вот, по большей части у меня было на практике, ну, то есть я наблюдал становление именно как PM, когда, ну, и в том числе самостоятельно, я давал такую возможность людям, за которыми я имел возможность наблюдать. То есть, будь то, например, лид в команде, который де-факто уже разбирается с доменом, де-факто уже хорошо. Это хорошо, если так. Да, это все очень здорово. Давай все-таки возьмем ребят, которые просто приходят там, после переквалифицирования либо после университета. Верно. Это гуманитарный университет. Верно. Если человек приходит, и у него нет, например, технических навыков, да, у него нет, например, опыта работы, то есть здесь будет важно для него убедиться, что там area, куда он зайдет, она не рискованная, да, то есть, условно, если он даже что-то нафакапает, то это будет, то есть, ну, ты либо сможешь это вовремя увидеть и прийти скорректировать, либо ты это сможешь предотвратить там наперед, то есть ты знаешь там типичная работа, ты это сам еще раз сделал, ты знаешь, какие типичные могут быть проблемы, и ты пытаешься человека просто дать ему эту песочницу, чтобы он здесь поигрался. Поэтому для меня, ну, то есть у меня был только один опыт, когда я конкретно взял джуниор человека, который приходил, и у него не было какого-то технического навыка. Человеку было сложновато, если честно, но у человека была хорошая подготовка, то есть он там, условно, закончил там ряд курсов, и теоретически knowledge у него был там на высоте, то есть он понимал, что и как. Ему нужна была практическая сфера применения. И практическую сферу применения непосредственно мы как раз-таки и давали через вот так называемый менторинг. Понятно. Вот, когда человека вводили, вот я ему точно так же очертил конкретно вот эту твою ответственность и дозированно давал вот эти вот, ее расширял. То есть для того, чтобы давай ты сначала это сделаешь, давай ты это сделаешь. То есть он был моим вторым пилотом, то есть условно где-то мне ассистировал, где-то мне помогал, мы там за ручку вместе выходили. И только потом, когда человек себя показывал, когда мы понимаем, что у человека получается, мы его там давали ему больше зону ответственности. Сейчас человек в пемстве? Да, сейчас до сих пор еще в пемстве. Так, какие вопросы джунам PM ты задаешь обычно? Самые частотные? Ну, я больше сторонник задавать вопросы открытого типа. На собеседование? Да, на собеседование. То есть обычно я приношу какую-нибудь ситуацию, и где есть выбор. То есть, условно, как ты можешь поступить? Ты можешь поступить так, либо иначе. И мне важно рассуждение.
То есть на что будет человек обращать внимание, на какие факторы, когда он будет вести свое рассуждения, и какое в итоге решение он примет. Можешь пример такой задачи вопроса? Да, окей. То есть, например, ты работаешь с командой, там ночью прилетело письмо, что что-то случилось на продакшене, и там идет описание какой-то проблемы. К тебе пришел там ресурсный менеджер вчера, например, попросил тебя поучаствовать в интервью кандидата там с рынка, и у тебя, например, есть какой-нибудь кейс, когда человек из твоей команды там собирается выходить, и там, у тебя там нет замены. И, собственно говоря, как ты запланируешь свой день, например, что ты будешь делать в первую очередь, как ты будешь вот эти вот проблемы, которые возникли, как ты их будешь решать, имея в виду, что у тебя есть команда, да, у тебя есть там твой upper management, и как ты кого будешь задействовать, по крайней мере, то есть, чем ты будешь руководствоваться при этом. И понимая там, что, например, пример, да, человек начинает, так, проблема с продакшеном, пусть даже там не было какого-то призыва ко мне явно там пойти помочь, но это импактит, да, это импактит клиента, и надо кого-то посадить разбираться для того, чтобы там, мы попытались это устранить там, в первую очередь, это там приоритет, например. Вплоть до того, что если, например, это оверлапается с моим интервью, то я интервью иду и канцелю просто, то есть вплоть до этого. Это меняем интервью. Да. И вот эти вот приоритетность, на что обращать внимание, как решать проблемы, вот это важно. То есть, условно, как человек думает и чем человек будет руководствоваться, оказавшись в этой ситуации. А техническую базу как проверить? Техническую, я имею в виду техническую PM-скую, типа знание фреймворков, канбана, agile, waterfall. Это ты не проверяешь? Нет, здесь на самом деле, если у человека хотя бы был какой-то маломальский опыт, то есть обычно следует вопрос из опыта, да, то есть как ты это делал, как у вас было организовано, в каких сетапах ты работал. Он все это по ходу рассказывает. Да. Либо, условно, если у человека не было такого опыта, задаешь действительно технический вопрос. Но технические вопросы, они там straightforward, то есть ты спрашиваешь, а как ты, например, там ретроспективу будешь делать? Потому что, условно, такая ретроспектива — это обычно такой, если мы говорим за Scrum, это такой ивент, до которого далеко не все проектные менеджеры доходят. Не проектный менеджер, там Scrum-мастер, да, и там, либо кто-то ее делает там весьма своеобразно, не понимая цели. То есть нужно, чтобы человек не просто имел какое-то понимание, не понимание, а знание, что там есть вот такие что ивенты. Это такое, но и понимание, какую для чего цель это это нужно. преследует, да. То есть как это интегрируется, какой-то value там дает команде, и вот условно вопросы вот вокруг этого, они важны. То есть важно глубинное понимание, а не просто поверхностное. Что по английскому языку у проект-менеджеров? Высокая планка сейчас? Да. По крайней мере, у нас в компании доля англоязычных проектов, она просто львиная, она огромная. И найти русскоязычный проект, сложно. И, соответственно, даже команды, которые сейчас формируются по принципу удаленной работы, означает, что у тебя могут быть люди, которые де-факто могут не разговаривать с тобой на русском языке. И команде нужно точно так же внутри себя это общаться. Поэтому английский язык становится там де-факто уже стандартом этой индустрии, и это прям очень нужно. Есть такой стереотип, особенно в проект-менеджменте я его встречал, что людей, у которых хороший английский, но слабые практические знания берут больше, чем людей, у которых хорошие практические знания, но слабый английский. Это правда? Опять же, зависит от контекста. Мне кажется, этот стереотип появился на фоне того, что де-факто проектный менеджер — это фронтлайн, фронтмен, либо фронтвумен, которая выступает как прокси перед клиентом. Клиент англоязычный, если он тебе не способен ничего объяснить, ты ничего не поймешь, до свидания. Поэтому даже не имея какую-то там навыков проектного менеджмента, либо слабые навыки проектного менеджмента, и, например, есть кто-то, кто способен вот эту часть закрывать в команде, например, там есть сильные технические специалисты, которые де-факто свою работу все равно сделают, как бы ты там как проектный менеджер там не накосячил, они там уже проверенные, стрельные бойцы. Тогда все у тебя сложится замечательно, но ты не просядешь там перед клиентом. И это самое главное, потому что самое главное, чтобы клиент там остался в этом случае даже доволен. Ты даже можешь нафакапать, но если клиент будет доволен, это, можно сказать, это будет успех даже. И поэтому, имея выбор между человеком, который с хорошим английским, но слабыми навыками, либо с отличнейшими навыками, но не способными это презентовать и донести до клиента, выбор отдается в эту сторону. Понятно. Какие книги, источники знаний прямо сейчас можно пойти и начать читать тем, кто решил пойти в PM?
Так, ну смотри, то есть я здесь больше бы исходил из того, что... Может быть, курсы какие-то? Да. Что здесь важно, наверное, получить какое-то обширное понимание об областях проектного менеджмента, которым надо уделять внимание и которых как минимум нужно помнить. Поэтому есть такая книжка, которая де-факто для всех проектных менеджеров, есть такой Project Management Institute, есть MBA, то есть есть PMI, вот эти все штуки, они в принципе, да, PMBOK, я об этом и хочу сказать, то есть Project Management Body of Knowledge, PMBOK. И там, скажем так, если кто-то имел опыт там, с юридическими контрактами, там, в принципе, в таком же стиле описано все, что нужно знать проектному менеджменту. Такая техническая документация для PM. Да. То есть это свод знаний, заимплементив которое, скорее всего, ты придешь к успеху. То есть, ни одна книжка тебе не выдает это как секрет успеха, да, то есть в любом случае, даже прочитав и попытавшись заимплементить, но не понимая там специфику своего клиента и контекст твоего проекта, ты можешь зафакапать точно так же этот проект. Но, скорее всего, у тебя получится. Но понять его — это очень сложно. Поэтому есть очень много курсов, которые де-факто дают introduction в эти области, но это все вокруг все-таки того же свода знаний, свода инструкций. И в принципе, любой курс, который там с хорошим рейтингом на любом там learning-портале, который ваш фаворит, вы, в принципе, можете туда обращаться. Я же, как я уже сказал, то есть я в свое время загорелся целью там, непосредственно получить сертификацию Certified Project Manager от PMI. И это самый крутой сертификат считается? Один из самых крутых сертификатов, да. То есть, и в рамках его подготовки, то есть есть такая книга, Рита ее называют в простонародье, именно Exam Prep Book, там такая здоровенная, там 700, наверное, страниц, которая этот Project Management Body of Knowledge, она разворачивает весьма доступным языком. Ну и как, в принципе, присуще многим английским авторам, там идет очень много итераций повторения, которые ты переосмысляешь, что каждый раз выворачивается какая-то новая перспектива, и ты еще на те же самые вопросы ты немножко по другим углом смотришь. Поэтому курсы, которые оттуда, именно это Rita Book и это RMC Solutions, по-моему, называется организация, которая этим занимается, и у них есть свои тоже курсы специализированные, они, конечно, денежку стоят, но без этого никуда. Мне бы еще, наверное, условно, если мы говорим про людей, которые там хотят войти в индустрию и разобраться немножко больше в проектном менеджменте, я бы порекомендовал книги Ицхака Дизиса. У него есть свой институт, и, в принципе, специалисты этого института, они очень хорошо ценятся как консультанты, их очень сильно привлекают корпорации для консалтинга, опять же, для какой-то помощи. И первая книга, которая на меня, в принципе, произвела такое впечатление, расширяющее сознание, это была про идеальный руководитель, почему им нельзя стать и что из этого следует. И там, по-моему, следующая книга идет там что-то про навыки этого руководителя, как их получить, это там название, к сожалению, не помню. И там идет очень хороший рассказ о том, что проектный менеджер де-факто может быть разногранный. То есть имеется в виду, что ему может быть свойственна административная функция, он может быть бюрократом, да? То есть он может все эти бумажки, отчетности и все это, и уделяется большое внимание туда. Кто-то может быть больше такой предприниматель, который больше про развитие, про какие-то возможности, про какие-то импрувменты и так далее. И там идет, там есть у него 4 витаминки, их называют, и идет их описание, и понять, что действительно бывают разные стили управления, и как с этим совладать, это прям для меня было вау. Важно еще, наверное, кстати, книга про эмоциональный интеллект, я там говорил. Но, в принципе, здесь, как я уже сказал, любая книга из психологии, она очень сильно подойдет. Если человек еще не знает вообще, стоит ли ему идти в PM, Дизиса книги ему подойдут, чтобы немножко разобраться? Чтобы это было не слишком сложно, но и дало понимание? Нет, там, наверное, все-таки идет больше с позиции, что ты уже понимаешь, что ты хочешь этим заниматься, и она просто тебе немножко дает больше сознания. Тогда, может, есть что-то обзорное? Из книг такое, PM для чайников, что-нибудь в этом роде. Нет, такого, наверное, нет. Такого. Здесь нужно действительно понимать, то есть попробовать и понять, свойственно ли тебе это, готов ли ты нести ответственность за команду, готов ли ты собирать людей, говорить, ребята, занимаемся этим, мотивировать их, рисовать перед ними цели, рисовать эти планы, и готов ты ли за это все отвечать. По шкале от 0 до 10, где десяточка — это самое сложное, что, по твоему мнению, есть в айтишке, насколько бы ты оценил вход в PM-ство? Вход в PM-ство? Да. То есть, мы при этом говорим про то, что никто тебя не бросает грудью на амбразуру, на суперсложный проект.
Да, в принципе, все однотипно. Даже в solution архитектор можно точно так же зайти, как и в PM-ство, и в development, в любую профессию. Сколько? можно знакомить. Что бы ты поставил за 10? Что самое сложное в айтишке? Да, все одинаково. То есть, действительно, то есть все профессии нужны, все профессии Так, важны. интересный ответ. Нет, я серьезно, то есть смотри. Ну смотри, войти в плюсы легче или сложнее, чем войти в PM? Да, одинаково, смотри, то есть, давай смотри, то есть. Так. Ну, серьезно, то есть ты Давай. читаешь, ты разбираешься, если у тебя есть навыки инженерные, ты способен с этим разобраться, то есть тебе это интересно в этом ковыряться, разбираться, ты сюда заходишь. Точно так же с PM-ством. Там есть своя специфика, есть очень много knowledge, который тебе нужно точно так же То есть, понять, чтобы быть разобраться. качественным специалистом, даже на начальных этапах, тебе плюс-минус везде нужно одинаковые эфорты Да, в вложить. любой профессии тебе в любом случае нужно осознать, что тебе каждый день нужно развиваться, тебе нужно качаться. Даже в плюсах, то есть там очень много всего. Ну и скорее всего, там, пройдя плюсы, ты там что-то будешь еще по сторонам смотреть и там двигаться в solution architecture. Поэтому я бы сказал, что везде одинаково. Нет такого, что PM-ство самое сложное и там иметь это в виду. Нет, одинаково. И если вам это нравится. завершающий вопрос, за что ты любишь свою работу? За что я люблю свою работу? Или не любишь? Не знаю. Ну, знаешь, мне, наверное, нравится то чувство, которое я испытываю, когда хвалят мою команду. Когда команда что-то сделала правильно, либо превзошла даже ожидания клиента, и когда идет хвалебные комментарии, фидбэк от клиента, либо там от upper management, когда звучат слова о том, что у вас все получилось, это, наверное, самое приятное, ну и это греет душу. Достойно. Спасибо. Пожалуйста. С нами был Андрей Дубатовка, сеньор Project менеджер из EPAM, и это была IT Борода Shorts. Обязательно приходите к нам еще, у нас будут новые выпуски, обязательно подписывайте на комьюнити своих бабушек, мам, пап, сестер, братьев и всех, кого можете, потому что, видите, контент действительно классно выходит. Андрюх, спасибо тебе еще раз. Приятно, что пригласили. Взаимно. Все, всем пока, возвращайтесь. Пока-пока. Ну и я надеюсь, что вы не забыли про наш Discord-сервер, на котором каждую неделю после каждого выпуска IT Борода Shorts мы делаем онлайн-диалог со спикером из выпуска, так что если у вас остались вопросы по тому, что вы услышали, обязательно добавляйтесь в наш Discord, ссылка есть в описании, ждем вас там.